Переехали мы на другое место, поближе к Плитвицким озерам. Стали на такой площадке. Нам дали электричество. Стоимость 30 евро за ночь с электричеством в том домике. Здесь душ, туалет. Можно набрать воду и слиться. И хозяева сами здесь же и живут. Сдается несколько комнаток. Место в горах. Если хочешь слиться с природой, это то, что нужно. Такое место. Спокойное, тихое. Сейчас поедем к Плитвицким озерам. Хозяин этого домика делает трансфер. 20 евро это стоит. Погуляем, и нас заберут оттуда тоже. Это стоит 20 евро. Вот, поедем гулять и наслаждаться. Вечерком погрилим. Уже достала мясо. В общем, будем отдыхать. Поехали с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь. Будем рады. Поехали. Подвез нас хозяин этого кемпинга до озер. С доставкой. Купили мы билеты на посещение Плитвицких озер. На четверых на 2 дня стоило 156 евро. Если бы брали на каждый день, мы на сегодня взяли и завтра на завтра, то этого стоило бы на 7 евро дороже на каждого человека. То есть в итоге 28 евро мы сэкономили, купив сразу на 2 дня. Не скажу, что халява. Ну, не халява, но сейчас посмотрим, стоит оно того или нет. По фоткам и видео, которые мы находили в интернете, Это очень самое красиво. популярное место, куда направляют. Ну, а так в сейчас Хорватии. посмотрим. Этот национальный парк работает до 7 вечера. И написано на табличке было, что тот, кто до 7 вечера не ушел, того съест медведь. Шутка. Надо искать палку. Да, но мы посмотрели, медведи тут правда водятся. А вот, Медведи, смотри, волки, значок. рыси. Вот. И символом парка этого является медведь. Вот. Везде Надо он. найти палку. А Витя предложил не просто палку, а с гвоздем. Не, на самом деле мы добрые, это шутка. Злая. Мы добрые, а медведи нет. 18300. Пойдемте. Смотрите, дело в том, что если мы не захотим много, мы можем все равно доехать на паромчике до сюда. ПЧ. Вот он, до сюда. И сесть здесь на транспорт, доехать, сделаем маршрут Б. А если у нас будет люст, мы еще сможем пройти вот до сюда, здесь уже на вагончике доехать сюда. А там посреди маршрута где-нибудь еда есть? Интересно. Или только здесь, в начале? Окей. А как вариант, Хз. здесь еще можно. Вот сюда пройти, вот здесь и сесть на паровозик. Тут Да, и всё, вот там как раз пошло. тебя медведи встретят, где люди не будут ходить. Все, Наташ, Там такой написано гид нам не людей. нужен. Это чревато. Наташ, нам не к медведям надо, Наташ, нам парк У посмотреть. меня нет кепки, это плохо. Ой, Сегодня посмотрим у меня красивые прям все места. мурашки, гляньте. Вы посмотрите там, посмотрите, как красиво. О, такие каскады. Конечно. Мамочки, ой, как Бля, красиво. бомба какая. Просто на Бля, это как можно там люди ходят, бесконечно тропа. смотреть. Мы пойдем вот на тот мостик. Ой, как красиво. Людей здесь достаточно много. Если учесть, что это не сезон, это 17 да, сегодня мая. Но комфортно гуляется, потому что не жарко, приятная погода. Ой, ну как красиво, посмотрите, шум этот. Разве человек такое сделает? Человек может только ухаживать за такими природными объектами и поддерживать, а создает вот тебе бесплатно природа. Красиво. Сколько красивых мест вообще. Кстати сказать, в программу входит поездка на машине и на лодке. И будем подъезжать к водопадам. Площадь этого национального парка очень большая, и путь наш только начался. Вот теперь у меня уже есть ощущение отпуска, потому что вчера целый день и всю ночь шел непрерывный дождь, небо было серое, такое чувство было, что он никогда не закончится. И ощущения отпуска не было. Было ощущение, что ты в машине просто около дома сидишь, например. А сейчас оно уже появилось. Это вообще, да? Нет, я хочу... Она такая просто манит, она как стекло. Прозрачная, чистая такая. Здесь еще прецедентов не было таких. Были. И даже не долезешь потрогать, потому что...
Холодная. Там вон ближе есть. Ну, не сильно холодная. Ну, холодная. Если залезть купаться, не. Пусть она красивая и все пока. Вот мне интересно, это не падает? Камни? Даже знака нет, камни падают. Наверное, не падает. Будем надеяться. Подошли к такому красивому водопаду, шикарному. Все фотографируются. И мы тоже сделали фотографию под ногами. Известняк, белые лужи. И все очки мокрые, брызги достают далеко. А что мы без... АТБ пакета без флага? АТБ остался пакет. Двигаемся дальше по нашему маршруту, вытираем очки. Не вытерлись. Мы много слышали об этом национальном парке, но реальность превзошла все наши ожидания. Уже с первых шагов нас окружила невероятная природа. Узкие деревянные дорожки ведут прямо над водой, а вокруг со всех сторон слышен шум водопадов. Кажется, что здесь каждый поворот открывает новый, еще более впечатляющий вид. Но больше всего нас поразила вода. Ее цвет постоянно меняется от нежно-бирюзового до голубого, изумрудного. Она настолько прозрачная, что даже на глубине можно увидеть камни проплывающих рыб. Иногда возникало ощущение, будто мы гуляем не по реальному парку, а по декорациям к какому-то сказочному фильму. Плитвицкие озера являются старейшим национальным парком Хорватии и входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится 16 озер, соединенных между собой множеством водопадов и каскадов. Интересно, что ландшафт парка продолжает меняться благодаря природным процессам образования известняковых барьеров. Но цифры и факты не способны передать главное – атмосферу этого места. Здесь хочется идти медленно, останавливаться, слушать шум воды и просто наслаждаться моментом. Несмотря на большое количество посетителей, природа словно создает ощущение спокойствия и гармонии. Да, место, которое нужно посетить по возможности. Мы давно хотели сюда попасть. Вообще мы давно хотим всюду попасть, но всегда выбор. Куда? Да, и там красиво, и там хорошо. Но одно хочу сказать, что в отпуске наполняешься. Не только отдыхаешь, а наполняешься. Говорят, что когда-то здесь была страшная засуха. Земля высохла, ручьи исчезли, а жители уже почти потеряли надежду. Тогда они обратились за помощью к таинственной черной королеве. Она услышала их молитвы и послала на землю сильный дождь, который наполнил долины водой. Так, по легенде, и появились Плитвицкие озера. Когда стоишь здесь и смотришь на прозрачную бирюзовую воду, легко понять, почему люди придумали такую историю. Кажется, что создать подобное чудо могла только сама природа или настоящее волшебство. Сегодня Плитвицкие озера считаются одним из самых красивых природных мест Хорватии. В общем, в эти годы зародился. Животом и делом Хорватии. Ну, теперь гуляем здесь мы. В такой красоте. Молодец. Дышится неимоверно легко, я вам не могу передать. Вот когда мы были в соляной шахте, дышалось легко. Такое чувство, что тебе здесь трубочки вставили, у тебя напрямую чистый воздух поступает соляной. Вот так и здесь. Вдыхаешь и вдыхать хочется. Очень чистый воздух. Маленький отчет. Гуляем где-то 2 часа. За это время мы прошли 6000 шагов. Решили, до 7 вечера у нас есть много времени. Пройдем, потом сядем в кафешку, купим по бокалу вина или пива, кому что нравится. И потом приедет наш водитель, и мы ему скажем: такси до Дубровки.
До Дубровника. Да. Ну, мы, Далековато будет. надо сказать, мы плюхнулись в машину. Он спрашивает, а куда вам надо ехать? Мы даже не сказали, куда мы хотим. Мы решили, наверное, больше тут мест нет, куда вообще люди едут. Не, ну мы сказали, что мы на озера хотим. Но, тем не менее, он спросил. Ну, в общем, он за нами приедет, тогда мы позвоним. Это будет часов 7. Будем гулять до Победного, до закрытия. Сядем и будем наслаждаться. Мороженое еще есть, я вижу. Да, а сейчас мы пойдем на лодку и будем плавать на лодочке. Это все входит в стоимость билета. Пойдем посмотрим. Здесь кафешки, по-моему, туалеты, ну и куча людей. Да, можем купить мороженое или по бутылочке пива. У нас, кстати, с собой есть сладкий напиток газированный. И будем сейчас ехать, плыть на лодочке и балдеть. Стоим в очереди на кораблик, людей целая куча. Не знаю, сколько будем ждать. Вот это мы попали. Перед нами группа певцов. Круто. Крутяк. Группа певцов перед нами. Случайно повезло. Стоим в очереди на паром. На кораблик. Слышите, как классно. Разноголосие какое. Мы так не умеем. Спросили у женщины, на каком языке была эта песня, это произведение. Это был хорватский язык, и эта группа людей едет на соревнования, это коллектив, да. Мы пожелали им победы. Было круто, вся очередь аплодировала. И мы тоже. Подошли уже к корабликам, нас чуть не разделили здесь. Да, сказали, двое остаются, ну, проходят на кораблик, а вы оставайтесь. И я первое, что придумала сказать, Сузанна. А он сказал, окей. Ой, смех и грех. И сразу растерялся, а? Не знаю. Я тут не знаю. Или как? Я не знаю. По-моему, да. Так русский должен был прийти в голову, но так как ты опять-таки ошибка, в другой стране сразу пытаешься подобрать не свой язык, хотя они же тоже на этом же не понимают. Это уже не первый раз. Он испугался, видно, не понял, что ладно, сказали. Ладно, идите. А? Ладно, идите. Сели на кораблик, места заняли все. Я, получается, сижу один. Роман сказал, что выезжаем или выходим на железку. Поедем на поезде, в общем-то. Да. А по ходу это вот такие машинки будут. А почему он там стоит тогда? На запасных путях? Пустой уехал. Блин. Ну теперь надо на следующий. Пойдем. Делаем маленькую паузу. Зашли в кафешку. Купили мороженое. Мороженое очень по приемлемым ценам. Дешевле, чем у нас. Один шарик 2,50. Перекусим и поедем дальше. Говорю, поедем, потому что дальше маршрут идет на маленьком автобусике таком, на паровозике. Территория парка огромная, поэтому гулять и гулять. Тоже на стол капнула. Я уже капнула на стол, сказал Витя, ну я думаю, что ничего страшного. Пока ждем наш паровозик, расскажу, где мы были. Начали наш путь мы вот здесь, дальше пошли пешком, шли вдоль красивых водопадов, по красивым местам, перешли по мостику вот сюда вверх пешком, затем сели на кораблик, проехали вот сюда, мы сейчас здесь, и на автобусике или на паровозике, как сказать, не знаю, да, мы сейчас поедем аж вот в эту точку, самую крайнюю точку этих озер. Возможно, не самая крайняя. Смотри, туда маршрутов нет просто. Туда уже нельзя, да. Да, нам нужно съездить там, где ложка с вилкой. Мороженого мало. Так, пойдемте на
Займем места. Смотрите, какой классный автомобиль. Сели бы в автобусик. Ну, я не знаю, это не автобусик. Садишься сюда или Это такой вот сюда? Грузовичок автопоезд с прицепами. с 3 вагонами. Автопоезд, да. И поедем часть маршрута по парку на этом поезде. Понимаю, здесь места нет. Наташ, ну люди шли вот только что. Ну как? Да? Вот Я как не ты- видела. Дорога идет прямо через лес. В этих лесах, говорят, водятся волки, рыси, медведи. Ну, Рома! Очень классно ехать. Вот так тебя катают, а ты получаешь удовольствие просто. Обратились к великому GPT. Национальный парк Плитвицкие озера занимает площадь около 295 километров квадратных. Из этой территории сами озера занимают около 217 гектаров. В парке находится 16 крупных каскадных озер, более 100 водопадов, пещеры и обширные буково-хвойные леса. Вот так. В обратную сторону людей очень много. Маленькая неувязочка. Да, с едой здесь засада, все хотят есть. Да. Кафешки есть, а еды нет. Только Одни напитки, а уже 4 часа. А мы завтракали в 10. Мороженое чуть-чуть, но это нет. Подогрело аппетит только. И вот мы думаем, что дальше делать. Мы все равно завтра сюда приедем. Сейчас медведя поймаем, съедим. Вот я обычно люблю на природе громко-громко кричать. Вот накричаться прям сильно-сильно. Но я боюсь, что я здесь сейчас людей распугаю слишком много. Я бы... Хвоей как пахнет. Я бы сейчас с удовольствием покричала. Такой густой, ну просто настоящий лес. То есть закричишь, и люди подумают, что тебя Медведь грызут. поймал, да. Выбрали правильный маршрут. Мы сейчас будем идти все время вниз. Вы посмотрите. Единственное, что выдает вмешательство человека, это тропинки построенные, проложенный маршрут. А так, ну, просто густючий лес. Красивенный. Особенно весной, когда уже все в зелени. Ну, вот вверх посмотреть, это хочется все взять вот так и обнять, и в карманы распихать, чтобы хватило потом на зиму. Да, сейчас идем по дорожке, навстречу идут несколько женщин и пытаются, не зная, на каком мы языке разговариваем, спросить то ли на английском, то ли еще на каком-то языке. Долго им еще По-итальянски идти, пыталась. да, долго им еще подниматься наверх идти, потому что мы на спуск, а они наверх. И вот мы пытаемся, что еще немножко, еще 5 минут, и это все по-немецки, по-английски вместе. В итоге отходит женщина от нас А я говорю, да 5 минут идти. Она, на несколько шагов и своим товарищам говорит, а еще 5 минут на русском. А мы тут извращаемся, пытаемся объяснить на разных языках. А она так не она могла тоже сказать, что язык она... ломала. Да, и она ломала язык, а в итоге она по-русски говорит, и мы. Вот такие казусы выходят в лесу. Не, вот так классно. Так еще и вниз все время идешь и вообще кайф. Не то, что постоянно гору кэкаешь. А тут глянь, идешь себе чисто прогулочный такой шаг. Вниз приятнее идти. Рома молодец. Вот Рома молодец. Выбрал маршрут хитрый. Мы на поезде приехали на самую верхнюю точку, а сейчас вниз налегке, Правильно, а припеваючи. там Рош ждет. Молодец, Заперлись пешком на гору, теперь, чтобы съехать, ждут автобуса. Во. Казалось бы, столько много всякого мусора, веток, палок, камней в воде, да? А она прозрачная, чистая, красивая. И рыбки плавают.
Сели опять на кораблик, плывем в обратную сторону на станцию П3, откуда мы пойдем назад. Да, приближается к концу первый день гуляния по парку. Сейчас, наверное, перекусим и потихонечку поедем в сторону автодома. А завтра сюда вернемся. Проложим новый маршрут и будем гулять дальше. До завтра. До завтра. Да. Взяли хорватского пива разливного попробовать. Сравнить, так сказать, с немецким. Что вкуснее. Сейчас будем тестить. Ваше здоровье. Ну не так все и плохо, но плотности как-то вот не хватает. Ну мне так кажется. Да? Сейчас. И еда пришла. На вид красиво, ну наконец-то. Обеда-ужин. И пахнет прям очень. На вид красивенько, симпатично выглядит. Конечно, когда голодные, едой пахнет. Так, ну что, тестим? Ну такие сиротские булочки. Как это есть вообще? Совсем опустел парк, 6 часов, все закрылось. И кафе, и магазинчик сувенирный. И людей почти нет. Кораблики тоже уже не ходят. Поэтому мы последний отрезок пути на сегодня сделаем пешком. Где-то полчаса нам идти. И потом вызовем такси. И приедем домой. День был сегодня замечательный. Прошел на ура. И погода, и настроение. И вообще все совпало. Бургеры были хорошими. Завтра еще поедим, если что, да? Да, и только в этом месте была еда. Да, кстати сказать, на некоторых точках на кораблике мы переплывали, на паровозике приезжали. Либо не было в наличии, либо оно не теплое, просто бутерброд какой-то был. Сэндвичи. Сэндвичи, да. А здесь поесть можно было вот тепленькое, при тебе пожарили, вкусно было. 10,60 нам это обошлось. На одного. На одного, да. Вот парк опустел. Никого нет, Да, мы одни тут ходим. и все принадлежит нам. Да. Это был короткий репортаж из Плитвицких озер. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, будьте с нами и смотрите нас скоро в новом ролике. Получи. Рома хочет Наташу скинуть в воду, чтобы она осталась жить в Хорватии. Рома, ты приз не получишь за контент. Не старайся. Ждем наше такси или хозяина той парковки, который нас заберет сейчас, и едем назад в автодом. Пришли с озер и отдыхаем. Роман Николаевич залез. Зачем ты залез? Не показывает. Оп. А, Оп. Не той стороной. О. Будете с нами, приходите. и готовится у нас картошечка с курочкой.